забегу вперед и скажу, что как раз про то, чтобы сталкиваться со своим страхом, сталкиваться с какой-то проблемой, вот в этом на самом деле как раз та история про то, что мы так преодолеваем наши все страхи, и так мы преодолеваем все наши какие-то там проблемы, да, внутренние, потому что ребенка, безусловно, нужно все равно будет столкнуть с этой историей, особенно касаемо там страхов, да. Только делать это не нужно так, да ладно, иди там, и отпустить его в комнату в темную, да, там, ну давай, нет, конечно, так мы не делаем. А что мы делаем? Мы маленькими шажочками идем по этой дороге, и шаг за шагом мы преодолеваем, мы смотрим, ага, сделали шажок, видишь, не страшно, ага, давай дальше тогда. То есть, если мы сейчас побежим большими шагами, мы сразу упадем, да, и ребенок все равно будет бояться и откатится назад. Поэтому здесь очень важным моментом является то, что мы должны все равно сталкивать ребенка с его каким-то страхом. Но делать это постепенно, потихонечку, понемножечку. Вот, значит, какие же есть у нас еще причины, да, страха? На самом деле очень сильно подвержены дети страхам, ну, такие эмоциональные дети, да, которые, ну, есть такая категория детей, которые, в принципе, они очень чувствительные, да, они там на шумы реагируют, на звуки какие-то, вот, с определенной такой вот нервной системой, да, очень чувствующей. Есть у нас такие дети, которые, например, там, ну, получили какой-то действительно психотравмирующий опыт. Например, ребенок попал, ну уж так, да, ребенок попал вместе с родителями в аварию, да, может быть страх потом очень сильный, да, после этого. Ребенок потерял кого-то из родителей, тоже страх. Да? То есть это такие страхи, которые на самом деле детские, и они считаются все-таки скрытыми страхами, потому что это может вымещаться ребенком, но потом, когда он становится взрослым человеком, иногда не понимает, что с ним происходит. И когда ко мне приходят, например, взрослые на прием, уже на психотерапию, да, и говорят, что я ничего не понимаю, почему это я боюсь, мы потом начинаем разматывать этот клубок, и оказывается, что там когда-то в детстве произошло что-то, что, в общем, повлияло на его теперешнее состояние, на то, что он сейчас там испытывает фобию или страх и так далее, да. Вот, поэтому, конечно, все вот эти страхи скрытые, они все, так сказать, закладываются в детстве. Наша задача, как родителей, как педагогов, безусловно, видеть таких детей, не пугать их, наоборот, помогать им, правильно диагностировать таких детей, вот, и, соответственно, как бы оказывать им помощь, да? Как? Это во второй части уже. Вот, значит, продолжаем дальше. Есть категория таких деток, которые, ну, вы наверняка знаете, которые страдают ночными кошмарами. Да? То есть просыпаются ночью и кричат, могут кричать, это тоже страхи, да, то есть что-то, ну, как правило, знаете, что происходит, они посмотрели, например, какой-то мультфильм перед сном, да, вот, и что произошло? Произошло следующее, они это все перенесли в свой сон, да, подсознание работает, потому что мозг наш не отключается во сне, он все равно подсознательно, там, процессы все эти происходят, да, то есть он как будто бы проживает все то, что он не прожил в своей сознательной истории, да, он проживает там дальше во снах. И, конечно же, ребенок может вскочить, он может закричать, не понимая, будучи еще во сне. В этом случае мы должны смотреть, ну, насколько частота, значит, вот этих ночных кошмаров, да, какая частота этих ночных кошмаров. И если у ребенка это постоянно, да, то, ну, здесь нужно проводить, безусловно, диагностику, в том числе связанную с неврологией, то есть смотреть, это ночной мониторинг, безусловно, должен быть, посмотреть, нет ли там сопутствующих каких-то проблем. Да? Но, как правило, это связано непосредственно с тем, что ребенок получил какие-то очень яркие, мощные впечатления, и он не смог с этим справиться, естественно, это все вылилось вот у вас в этих снах таких, да, и в ночных кошмарах. Вот, значит, сразу скажу, что делать в этом случае, если вдруг такое произошло там, с вашим ребенком, например, если здесь есть мама, да?
Вот, если произошло вдруг с вашим ребенком, первое, что, чего нельзя делать, да, это нельзя будить. Ни в коем случае, не надо будить. Надо, чтобы сначала ребенок, даже если он кричит, надо дать ему тепло, то есть надо его быть с ним рядом, нужно его обнять, нужно быть там, да, внимательно смотреть, что с ним происходит, потом потихонечку он сам будет просыпаться, он сам будет пробуждаться, обязательно дать ему попить, вот, и уже разбудить, когда вы видите, что ну, уже как-то потихонечку он от этого сна отходит. Если резко разбудить, то ну, возможны всякие варианты не очень хорошие. Да? То есть на самом деле ребенок еще может еще раз войти в это состояние, он еще больше может испугаться. Поэтому очень спокойно себя ведем, находимся рядом, там, обнимаем, держим на ручках, да, и находимся рядом с кроваткой, гладим, да, все спокойно, а потом уже пробуждаем, когда немножечко уже какое-то время прошло, вот, и ребенок уже приходит в сознание потихонечку, он сам придет в сознание, и уже немножко мы помогаем ему, пробуждаем его. А вот это что касается ночных кошмаров. Да? Значит, мы вернемся опять к вопросам того, что же воспринимают дети, как они вообще воспринимают разные страхи. Конечно, ребенок может на фоне, вот хорошая семья, никто не ругается, все прекрасно, да, все ребенка любят, нет никаких психотравмирующих ситуаций вроде бы, да, но бабушка очень любит смотреть новости. Как я говорю, с расчлененкой, да, там, в общем, да, где там рассказывается о том, что кто-то кого-то убил, кто-то выстрелил, что-то еще такое случилось, да. Вот, и она смотрит эти новости, ребенок рядом с ней, да, ну, казалось бы, да, да что-то он маленький еще, ничего подобного, все, они все видят, да, дети залипают, конечно. Еще бабушка, если сделает так, и все, значит, все, зафиксировалось, все. Поэтому очень внимательно надо быть с тем, что мы смотрим сами, да, что мы смотрим, какие телевизионные передачи мы транслируем, вернее, нам транслируют, да, и что мы там как бы замечаем. То же самое касается и фильмов каких-то, да, где ну, какие-то такие жестокие моменты, да, то есть это тоже может очень сильно ребенка напугать. Вот. Поэтому, в общем, здесь самое важное правило – это спокойствие, только спокойствие, да, как сказал у нас кто? Карлсон. Вот. Значит, поэтому здесь нужно более спокойно ко всему относиться. Окей? Хорошо? Согласны?